Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Давайте узнаем, что нас ожидает со дня на день. Это уже совсем скоро где-то. Я на короткий срок делаю этот расклад, но умышленно не ставлю сроков, потому что, все это альтернативно, будем говорить. У кого-то, я сужу по вашим комментариям, кто-то из вас пишет: да, у меня тут все за пару дней случилось, произошло. Кто-то пишет: у меня на 2 недели растянулось, а у кого-то вообще ничего не совпадает. Ну, давайте будем, опять же, реалистами. И такое я тоже могу предположить. Но все-таки больших сроков мы не ставим, потому что в ближайшее время я вот эти расклады буду повторять. В среднем как Таро на неделю. Вот как-то так. Ладно, давайте будем узнавать. Цыганский старинный пасьянс. Я знаю, что на моем канале много есть любителей этого пасьянса. Так что же случится, произойдет в ближайшие дни, в скором будущем? Я смотрю, смотрите и вы, мои дорогие, что нам скажут маленькие карты пасьянса. Никогда не знаю, что тут совпадет. А вот смотрите, у вас колокол. Колокол – это неожиданное событие. То есть нам не говорят плюс или минус. Но в основном это что-то, тем не менее, что нас заставляет как-то с этой новостью, чаще это именно новость, но это и может быть как новость, и в то же время свершившийся факт. То есть события извне, с которыми нам приходится или взаимодействовать, или как-то считаться. Так вот, у вас может быть что-то такое сродни «не было бы счастья, да несчастье помогло», правда? Или, может быть, это, так условно будем говорить, несчастье – это даже для кого-то. Или, какое-то, может быть, чье-то волевое решение по части работы. Вы не готовы, например. Приходите на работу, а там какой-то сотрудник увольняется, например, да? А у вас с этим сотрудником уже сложились какие-то взаимоотношения, или вы тесно с ним работаете, и это означает для вас, да, тоже как колокол. А что теперь делать? Мне теперь надо и свой график работы перестраивать, мне надо перестраивать всю свою, как алгоритм работы. Вот банально, вот я как пример это привожу, а ведь это может проиграться в любой сфере жизни. Или там от далекого родственника, допустим, известие, да, и вам куда-то нужно будет поехать. Вот смотрите, вот это известие, оно для вас означает открытый путь. Мы можем так опешить, замереть, потому что неожиданно. Но для кого-то это может означать буквально поездки, перемещения. Опять же, график работы, что-то смещается. Может быть, офис куда-то переезжает, да, вот такое тоже может быть, банально. И ты никуда не пойдешь. Но все же ключ, понимаете, мои дорогие львы, этот ключ, он в ваших руках. Это что-то судьбоносное. У кого? Если мы про колоду Таро, ключи в руках. У Иерофанта. Это когда мы говорим это по судьбе. Вопросы дома. Это у нас костер, семейный очаг. Или, смотрите, может быть, это вы будете делиться с кем-то из домашних тем или обсуждать какие-то свои вопросы, может быть, и внутрисемейные какие-то вопросы. Тут мы все разные. Но именно при домашнем очаге у вас выпадает значение ангела. Это как помощь. Может быть, это такая душевная помощь, поддержка эмоциональная. Это тот человек, который вас любит, мои дорогие. Вот что-то такое у вас может быть. Вы не одни, это точно. Вот я сказала, не было бы счастья, да, но вот такая новость, может быть, я могу предположить, и шокирующая для вас означает исполнение желания. Что-то у вас получится. Победа, мои дорогие львы. Поэтому, если что-то там у вас идет наперекосяк, так и знаете, что-то чудесное пытается войти в вашу жизнь, а вы можете тревожиться. Вот эти скрещенные мечи – это внутреннее состояние, это не внешние события. Это именно наше «а что там будет дальше?», «а как оно сложится?», «а смогу ли?», «справлюсь ли?», «а вообще, что это такое?», «что для меня означает?», «какие перспективы?». Тут что-то вам придется делать такое, чего вы прежде не делали. Отсюда и вот эти два скрещенных меча. Обратите внимание,
Они как не колятся, ну или перевязаны возле острия. Поэтому эмоции могут быть разные, сомнения, это понятно, присущи всегда какому-то жизненному новому этапу, но ведь для вас пространство Вселенной открывает какие-то возможности. Но не все, вот вы знаете, так вот, наверное, однозначно. Есть и турбулентности какие-то. Смотрите, потому что маска. Маска – это тот человек, который за нами наблюдает. Это тот, который может говорить или транслировать. Лесть, например, да, нам могут льстить, или могут говорить то, что приятно нашим ушам слышать. Почему нет? Но это всегда ведь как кто-то затаился. Может быть, это вы, у вас что-то получается, а вы о себе рассказали много, и зависть иногда проходит. Но и самим, мои дорогие львы и львицы, мы можем смотреть, рассматривать, по крайней мере, этот символ, как совет вам. Тебе придется, лев, в целях, может быть, самосохранения. Или для того, что ты же пока как будто не видишь. Или ты какую-то свою новую траекторию, она для тебя может быть непонятна. Поэтому приготовь на всякий случай маски, это нам иногда помогает. Что такое маска? Это когда мы не выносим вердиктов или уходим, когда нас начинают расспрашивать о чем-то, узнавать наше мнение, да, вот так вот, исподволь, незаметно. Вы люди чаще всего открыты, и поэтому может быть желание все расставить по местам или наоборот что-то прояснить. И когда мы хотим вот это сделать, мы ведь тогда где-то теряем связь с тем, что вот такие вот скрытые маски могут быть персоны вокруг нас, которые именно что-то выведывают. И мы ведь не знаем, как слово наше отзовется. Поэтому будьте аккуратны с вынесением вердиктов или какими-то обещаниями, мои дорогие. Потому что пообещал лев, а потом придется выполнять. И, допустим, сейчас ничто не говорит, не свидетельствует о том, что придется на себя какие-то обязательства в реальной жизни взять. А тут ведь может так и обернуться, а потом вам скажут: а помнишь, ты обещал или обещала. Вот какое-то такое значение. Но самое главное, это просто наперед где-то, потому что есть еще некоторая зыбкость. Мы идем вперед, и я хочу сказать, что наш пасьянс мы можем сложить в крайних рядах по вертикали и по горизонтали. Вот смотрите, закрытый путь. Куда-то или кому-то закрытый путь, да? А потом вам выпадает открытый путь. Поэтому тут, может быть, придется так: оставить все то, чем вы прежде занимались, или пересмотреть, переиграть, передумать что-то, вот явно. Как было в прошлом, так не получится. Может быть, вот этот колокол символизирует некоторую демаркационную линию. Может быть, это даже ваше понимание на данный период, когда, ну да, мне нужно отстроить свою какую-то совершенно новую стратегию, тактику, планы. Мне тут придется что-то корректировать. Вот это, мои дорогие львы, факт. И у каждого в своей сфере жизни с чем-то да это будет связано. Смотрю, что у вас еще совпало, и пока я не вижу совпадений. Какие тут еще могут быть подсказки? Ну вот где-то у вас есть единомышленник. Кстати, это я так трактую, что семейный очаг или домашний очаг и ангел. Но это могут быть как бы два значения сами по себе. Есть вопросы дома, но есть еще и единомышленник. Или вот такой вот ангел с поддержкой, кто-то вас будет поддерживать. Да, кстати, тут вы знаете, у кого-то может проиграться даже так, как кто-то по работе вас будет поддерживать, потому что рядом в этом ряду у нас корона. Ну или сам по себе корона – это символ власти. Сам по себе символ будет говорить, что у вас какие-то могут быть переоформления договоров, или вы, может быть, поедете в какие-то инстанции, оформляете документы, или хотите такой документ получить. Решаете одним словом с вышестоящими инстанциями или лицами, персонами какие-то свои вопросы. Ну и карта говорит, и у тебя же во власти, лев, будет тоже очень многое совершить. Но это от вас потребует, повторюсь, других энергий. Хорошо, ваше настроение давайте узнаем. Вот в связи с этими событиями. Что ж там за колокол? А вот посмотрите, добрые дела наспех не делаются. Я вам должна сказать,
что когда выпадает рыцарь Пентаклей в моих раскладах, и у вас, к примеру, есть какой-то финансово нерешенный вопрос, или нам нужно срочно осуществить какой-то платеж, а наши деньги задерживаются. Но есть человек тогда, кто вам поможет или выручит вас материально. То же самое мы можем отнести к тому, что документы, да, вот вы хотите что-то оформить или совершить какое-то действие, и вы не знаете, как к этому подступиться. Тогда по этой карте у вас, опять же, в вашем окружении есть человек, который даст дельный совет. И здесь нужно проявить внимание к деталям. Более того, мы ведь не знаем, кто это будет. И очень часто по этой карте это те люди, на которых мы не рассчитывали. Или те люди, о которых мы даже не думали, что они придут на помощь. Поэтому, прежде чем мы найдем этого человека, как бы выйдем на него, нам придется, может быть, и перебрать некоторых других персонажей. Вот к этому тоже будьте готовы. Но вообще рыцарь Пентакли – это самый медленный рыцарь. Но медленно, но уверенно, вперед. Для кого-то это может быть, знаете как, ну, сродни становления вашего нового «я» или каких-то новых возможностей. И вы пока действительно, вот как эти два скрещенных меча, есть или тревога, или есть сомнения, вы пока не видите, куда это все идет. Именно это может создавать в настроении как минимум какой-то дисбаланс. Слушайте свою интуицию. В нашей жизни бывают иногда такие события, которые логикой не понять вообще никак. И в данном случае интуиция, что такое интуиция? Это великолепный тандем интеллекта и пережитого опыта. Опыт пережитый. Не то, что это как в воспоминаниях переживания. Нет, это уже холодные мысли, холодная голова. Когда мы уже были в каких-то патовых, минусовых ситуациях, мы это помним и понимаем, ага, вот если так поступлю, получу вот то-то и то-то. И мы явно этого не хотим. То есть этот печальный опыт, но он нам помогает еще раз не повторить, ну, какой-то ляпсус. И если мы говорим интеллект, это как раз высшее знание. Вот что-то, по крайней мере, какой-то вопрос у вас, вам будет непонятен. И в связи с этими сомнениями, или, может быть, кстати, нам карты говорят, будь аккуратен, потому что ведь это карта независимого человека. Поэтому мы можем рассматривать как ваша независимость, но это не та независимость, к которой мы бегаем как с флагом, да? Нет, это вот сродни вот этой маске, которую нужно очень аккуратно сохранять, мои дорогие. Примите это к сведению. По верховной жрице есть еще и такой момент, когда что-то неожиданно может, да, как-то у вас начать развиваться, или может быть, это даже из ожидаемых каких-то событий, но в таком направлении, опять же, то, что вы не прогнозировали. Но так или иначе, у вас должно быть как новая траектория отстроена, или какое-то решение вы будете принимать. Но, может быть, не очень быстро, не буквально там за какое-то мгновение. Не поддавайтесь где-то эмоциям, безусловно. Туз мечей – это выход из лабиринта или из какой-то путаницы. Эта путаница все-таки подойдет к концу. Но есть люди, которые вас поддерживают. Вот это точно. Может быть, вот этот ангел, неважно чего касается. У кого-то это вопросы действительно дома, единомышленники или любимый человек. А у кого-то это будет даже поддержка руководства. Вот вам, может быть, должность какую-то предложат или работу. Для вас это может быть, ну, совершенно неожиданно. Или как возможности к вам приходят, мои дорогие львы, ну, совсем не так, как вы это думали. И как будто тут особо маневров нет. Ну, это я, по крайней мере, так вижу. Нужно соглашаться или нужно как-то правильно взаимодействовать, пока вы разберетесь, да, вот какая это путаница или этот лабиринт пока закончится. Ладно, в каких сферах жизни вам придется принимать важные решения в ближайшие дни? Ну вот смотрите, что-то заканчивается. Мы уже с вами с самого начала об этом говорили. Я надеюсь, все правильно понимают, 13-й аркан – это не про смерть. Тут написано «перерождение». И вот эта путеводная звезда. Очень красивая эта карта. Тут завершается то, что оно так или иначе у вас завершится. Оно как должно быть завершено. Вот этот закрытый путь. Вот где-то карты Таро повторяют все то, что я сказала по арканам пасьянса.
Поэтому нет смысла что-то удерживать. Может быть, и человек какой-то из вашего окружения уходит, выпадает из поля вашей видимости или взаимодействия. Но это ведь всегда есть уже какой-то балласт. Это то, что не служит нашему прогрессу. Но мы к нему привыкли, поэтому иногда тяжеловато расставаться с этим. В каких сферах жизни вы будете. А у вас уходит, по сути дела. Смотрите, пусть идет. По пятерке чаш это вот этот омут наших сомнений, переживаний, апатии, депрессии. И девушка, изображенная на карте, так лениво ножку протянула. И вот в этот омут, да, выливает эти минусовые эмоции, и сейчас они буквально в нем и скроются. По пятерке чаш заканчивается период каких-то разочарований. Я, конечно, могу такое предположить, что у вас будет у кого-то много работы, вот конкретно так, да и астрологический такой прорыв, да, у вас тоже может быть. И именно по части карьеры вашего бизнеса что-то вы тут будете сопоставлять между тем, что завершается и нецелесообразно, и теми возможностями, ну вот какие есть у вас, у каждого тут своя какая-то история, и теми возможностями, которые как раз есть. Некогда тут сидеть, расстраиваться, находиться в апатии, ну вот завершается именно какая-то проблема, которая вас, может быть, каждый раз отбрасывала назад. Да, потому что по четверке жезлов праздник после победы. Победа у нас уже тоже выпала. Давайте мы узнаем вообще жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Поэтому если мы спросили, в каких сферах жизни вам придется принимать важные решения в ближайшие дни, это касается где-то, правда, работы. Или пусть это вот документы, какие-то оформления, согласования, высокие инстанции, чиновники, то есть вот где-то деловая сфера. Давайте посмотрим поездки, перемещения, путешествия в ближайшее время. Ну, по Луне тут может быть, тут что-то, если и будет, то то, что вы не ожидали. Для кого-то из вас этого нужно будет поехать даже, может быть, в конкретную местность. Вполне вероятно, это не для всех, но для кого-то проиграется. Когда в определенной местности мы говорим, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот что-то такое может быть по Луне. По Луне может быть еще и такой момент, когда вам, опять же, приходится держать баланс и выступать на публику. Может быть, это как, знаете, ваш, если вы, допустим, человек медийный, или это ваше, ну, может быть, и личное дело, может быть, кто-то ведет блог. Вот здесь может быть рост вашей популярности, но каким-то совершенно не тем путем, мои дорогие. Здесь вы можете, почему я так говорю, по Луне мы можем находиться среди толпы или большого количества людей. Может быть, это вам, как доклад какой-то надо будет сделать, да? И вот здесь нужно быть осторожным, потому что вам как будто в другую сторону. И буквально Аркан Луна нам говорит, если мы в реальной жизни где-то на улице оказываемся среди толпы, вам в другую сторону. Это что означает? А это то, что вы не должны быть, понимаете, как в гуще каких-то событий. С одной стороны, это как себя беречь, буквально физически. С другой стороны, опять же, вот эта маска. Даже на работе банально, никуда вы не едете. Но, может быть, где-то собирается коллектив, может быть, у кого-то есть причина, да, вот какое-то торжество вашей компании, ну или, может быть, где-то вы вместе собираетесь со всеми сотрудниками. С чем вы можете столкнуться? Одна половина коллектива думает, допустим, за руководителя, другая половина против. Я на самых банальных примерах привожу, чтобы вы меня поняли, что это может быть. Так вот, вам нельзя участвовать ни в одной, ни в другой конфронтации. Вам как будто нужно быть между, ведь Луна нам как раз и говорит, словно нужно вот по направлению Луны в каких-то мутных водах нам проплыть. Вот буквально так. Может быть и дорога, когда нужно ехать, а зачем вы до конца даже себе не можете понять, да, что к чему это приведет. У кого-то вот именно вот эти мечи могут быть связаны и еще и с перемещением. Все же мы все разные. И как будто ехать нужно, но все то, что я сказала, мы себя бережем. И вообще, мои дорогие львы, семерка мечей нам говорит о том, что это карта хитрости, обмана. Есть по этой карте и забрать свое, но тут ни разу не замечтаться. И правда, слушайте свою интуицию, посмотрите. Нам выпадает карта Верховная Жрица, а дальше
пятерка кубков, разочарование, да, и семерка мечей. Вот, к примеру, тут может даже уволиться сотрудник, который тень на плетень наводил или какие-то сплетни пускал. Вот и такое может быть. И тут он вам придет плакаться. Вот. Вы знаете, настолько разная палитра событий может быть по картам. Вы знаете, не проявляйте какого-то участия или не пытайтесь какой-то разговор, может быть, даже поддерживать. Будьте хитрее, мои дорогие, и будьте аккуратнее, отправляясь куда-либо. Будьте внимательны к паролям аккаунтов, к платежным системам. Это ожидаемо, что могут быть какие-то, ну, и сбои раз, но и по части паролей где-то. Мы для себя сохраняем все-таки по семерке мечей, потому что вокруг хитрые личности, будем говорить. Что же еще у вас на поездке? Правда, вот смотрите, тут какая-то завершающая может быть поездка или какой-то завершающий аккорд. Путаница какая-то, шаг за шагом у вас завершается, какая-то ситуация проясняется, но это не происходит быстро. Выход из этого лабиринта определенно будет, но, видимо, еще какой-то путь, как по верховной жрице, когда мы себя сохраняем и пока никому ничего не обещаем, не выносим вердиктов. Это мы просто еще присматриваемся, прицеливаемся, себя как будто пытаемся, ну, представить в новой роли, в новой должности, в новых обстоятельствах, вот что-то такое. Давайте узнаем. Продолжение следует, что что-то за история. Ну вот правда, тут все завершается, смотрите. По восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. Может быть, у кого-то это будет связано даже со сменой работы, вот такое может быть. Или у кого-то это будет связано с переездом, причем очень быстрым переездом. Вполне вероятно для кого-то этот переезд, перемещение куда-то, да, или, может быть, как в разведку, такое я допускаю. Мы смотрим на короткий период, да, но лучше я говорила, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот вы где-то к этому можете прийти, но вы стоите на пороге перемен, мои дорогие львы и львицы. Причем таких, которые для вас означают какую-то победу и исполнение желаний. Но мы поначалу можем стушеваться, что это такое, потому что привычное заканчивается. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши прекрасные комментарии искренне. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.